Всем привет, друзья! Как всегда у микрофона Антон, и сегодня мы поговорим про загадочную игру Abandoned. Почему загадочную? Да потому что про нее просто совсем нет никакой информации. Да и в принципе разработчики от слова совсем ничего не говорят про данный проект. В этом видео я поделюсь с вами самой свежей информацией об этой игре. Что же, где она, как там вообще разработчики справляются со своей задачей? Ну и главный вопрос на сегодня, когда же будет дата выхода? Так что усаживайся поудобнее и приятного тебе просмотра. Первое, с чего хотелось бы начать, это то, что мы имеем всего два тизера, которые представляют хотя бы какой-то кусочек этой игры. Жанр survival horror, а выйдет она на PlayStation 5. По поводу других платформ ничего не известно. Собственно, думаю, что эти два тизера вы точно видели. В них нам показали кадры какого-то леса. Это я сейчас говорю про самый первый тизер, который вышел 7 апреля 2021 года. Возможно, место, где ранее был какой-то городок, парочку кадров, где стоит костер, один-одинешенек. Ну и на конце показали, как наш главный персонаж идет по этому лесу. Если вкратце подвести итог по увиденному, да, мы заметили фотореалистичную графику и всякие интересные другие плюшки, но сами разработчики в начале тизера указали о том, что это всего лишь сырой проект, и они его показали только ради того, чтобы мы были в курсе действий, того, что они разрабатывают эту игру. А собственно второй тизер, который вышел 14 августа 2021 года, показал нам совсем немного. Всего лишь пара секунд того, как человек проходит в кадре. Стоит отметить, что этот тизер был снят в реальном времени. Вот собственно и все. Больше никаких кадров нам не показывали. Предысторию вспомнили, теперь можно перейти к самым интересным новостям на данный момент по этому поводу. И самое важное, самое свежее, что хотелось бы затронуть, это то, что компания Blue Box Game наконец-то призналась, что они связались с Konami, той самой компанией, которая участвовала в разработке Silent Hill. Silent Hill всем известная игра, я думаю, что каждый из вас в нее играл. Так вот, почему же с Konami? После анонса многие фанаты подумали, что это может быть какое-то продолжение Silent Hill или Abandon будет с ним связано. Так вот, сразу скажу, что с Silent Hill эта игра совсем не связана. Автор хоррора Abandon предупредил студию Konami о том, что он не пытается копировать их работу и не хочет выдавать себя за кого-то из сотрудников. И собственно в студии к этому отнеслись спокойно и лаконично. С этого момента мы можем с точностью опровергнуть слух о том, что это будет или же продолжение, или игра, связанная с Silent Hill. Это будет совсем другой хоррор. Представьте себе, что даже вокалист, который работает над игрой Abandon, не видел ее. На прошлой неделе он рассказал о том, что его группа потратила 50-60 часов на написание песни для этой игры, а на данный момент он утверждает, что его работа до сих пор не оплачена. При этом сама песня, которую уже написали, не используется в разработке. Да и группа вообще не слышит ничего про студию. А хотя песня должна была быть представлена и в тизере, еще и в конечном итоге самой игры. При этом она должна была длиться от 6 до 8 часов. Но все-таки есть слухи о том, что наконец-то какие-то сообщения от компании дошли. Я не знаю, стоит ли об этом говорить, потому что это не особо точная информация, но в слухах говорят то, что компания написала композитору и спросила у него, есть ли у него PS5. А все то, что ему не выплатили, будет выплачено после релиза игры. Да еще и приметкой, что его песня не будет использована. Вы просто представьте себе, этот человек потратил столько времени на написание композиции, а компания его долго игнорировала, потому что вроде бы не приходили письма или что-то еще, и в конце говорят, что эта работа совсем не нужна. Слава богу, конечно, что эта работа будет оплачена. Мелодию, которая должна была присутствовать в этой игре, все-таки продемонстрировали. Длится она всего лишь 3 минуты, и это, скорее всего, не полный вариант. Кто хочет послушать полностью, ссылка будет в описании. Многие фанаты начали говорить о том, что этот проект просто будет закрыт и игру отменят. Просто тупо из-за того, что о ней ничего не известно. Компания в принципе вроде как над ней типа работает, но и нет. Это если судить по словам композитора, который все-таки участвовал в разработке. 2 дня назад разработчики наконец-то связались с аудиторией и начали опровергать слухи о том, что игры не будет. Они заявляют, что все это ложные слухи. Им просто пришлось отложить свои планы по полному раскрытию игры и выпуску пролога для нее. А сейчас работа продолжилась полным ходом. В своем обращении, которое было запущено в Твиттере, они также написали извинения за это все. Скорее всего, у компании были какие-то экономические проблемы, или же что-то еще важное, что просто не дало возможности показать нам что-нибудь новенькое, да и в принципе сделать это что-то новенькое. Я считаю, что те, кто уже забыл про этот проект, могут восстановить свое ожидание. Даже нужно. Несмотря на все проблемы, которые случались у этой компании, будем верить им на слово и ждать новых новостей об этой игре. А что касается даты выхода, так здесь действительно точно ответить на этот вопрос нельзя. Если рассуждать логически, то компания все-таки не так уж и давно анонсировала свой хоррор. А зная то, что эти проблемы помешали разработке, можно предположить, что игра будет разрабатываться еще год, а может и меньше. Когда они показывали тизеры, она была очень сырой, поэтому чтобы выпустить и показать нам какой-то классный проект, реально потребуется еще время. Хотя если прогуглить, пишут, что игра выйдет в этом году. Лично я
я так не считаю. Если даже будут какие-то новости, то игру могут перенести на следующий год. Что ж, друзья, на этом новостей об этой игре больше нет. Все самое интересное, что есть на данный момент, я рассказал вам сегодня. А для того, чтобы не пропустить интересные новости, гайды, сливы, топы и прочее, подпишись на канал. Я действительно стараюсь ради вас и жду вашей поддержки. Всем большое спасибо за просмотр. Все самые важные ссылки ты сможешь найти в описании. И, кстати, по поводу комментариев, я читаю каждый. Всем огромное спасибо за просмотр. До встречи, друзья. Бай-бай.